Зеленский готов к прямому разговору с Путиным, несмотря на собственный запрет на такие переговоры. Но Путин не прилетит в Турцию, пишет западная пресса. Почему Москва молчит? Перемирие не настало. Ультиматум Зеленского, Макрона, Стармера и Туска отвергнут Кремлем. ЕС готовит удар по России. Трамп собирается пожать руки Путину и Зеленскому в гостях у Эрдогана. Найдет ли время американский президент, чтобы, как анонсировал, побывать на встрече в Стамбуле? Москва советует Берлину подбирать тон. До чего могут дойти претензии заявления Кремля? Эстония направляет своих правоохранителей на границу с Беларусью. Что происходит на кордоне? Россию признали виновной в уничтожении самолета с 3 сотнями пассажиров на борту. Как звучит приговор? И удар под дых. Поляки встали стеной против украинцев. Протесты на границе могут длиться около 4 месяцев. Что пошло не так? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Блокада и протесты на границе. Польша снова тормозит Украину. Накануне на западе Украины вспыхнул новый скандал. Возле пропускного пункта Ягодин-Дорогуск парализовано движение грузовиков. Польские автоперевозчики встали стеной против украинских фур. Пропускают по одной лишь в час. Основное требование протестующих – введение ограничений для украинских перевозчиков. В частности, запрет на регистрацию транспортных компаний с капиталом из стран, не входящих в ЕС, и установление лимита на количество разрешений на въезд в Польшу для украинских фирм. Коллапс начался возле села Окопы. Очереди растут, время ожидания уже до 8 часов, а в тянучке около 200 фур. Автобусы и грузовики, перевозящие гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно. На данный момент движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через Ягодин-Дорогуск приостановлено. Просим водителей учесть эту информацию. Время вышло. С 00 часов 13 мая ЕС обещал действовать. До конца суток 12 мая Европейский Союз и Украина ждали ответа от Москвы на предложение о масштабном перемирии. Такой ультиматум был поставлен на выходных, когда Макрон, Мерц, Стармер и Туск приезжали в Киев на переговоры с Зеленским. Вчера Макрон повторил вновь: если Путин отказывается от прекращения огня на 30 дней, то ему придется подставить себя под удар. Теперь все должны быть разумными. Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна, и тогда нам придется усилить санкции. В ЕС уже заявили, что могут ввести санкции против консорциума, который оперирует газопроводом «Северный поток-2», и это лишь один из вариантов санкций для России. «Голос Берлина», где также заявили, что готовы ударить по Москве, конечно же, не оружием, а дополнительными экономическими ограничениями, был услышан. В Кремле ответили: Германии необходимо подбирать тон. До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, если вы помните, а также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком. Но говорить с Россией надо, в частности с Путиным, дает понять Белый дом. Американский президент готов отправиться в Турцию 15 мая, чтобы встретиться и с Путиным, и с Зеленским, где те могут провести встречу. И в Белом доме предполагают, что Путин все-таки прилетит, тем самым ответит на призыв Зеленского. Есть потенциал для хорошей встречи. Этой встречи не должно было быть, но я настоял, чтобы она состоялась. И она состоится. И я думаю, что в четверг на встрече в Турции между Россией и Украиной может быть хороший результат. Я верю, что оба лидера будут там. Я думал о том, чтобы полететь туда. Не знаю, где окажусь в четверг, у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет ощущение, что что-то может произойти. Но нам нужно добиться результата. Нам нужно спасать 5000 жизней в неделю. Турция готова развернуть красные дорожки к трапам самолетов Путина, Трампа и Зеленского. Эрдоган всех ждет за одним столом. Он подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины и России. Давайте послушаем, какое сообщение появилось на официальных страницах президента Турции. Президент Турции заявил, что будет рад принять делегации России и Украины в Турции в рамках мирных переговоров. Эрдоган подчеркнул, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую основу для начала мирных переговоров
и что нельзя упускать открывшееся окно возможностей. А Зеленский впервые за длительное время открыто говорит: готов к переговорам с Путиным, готов к встрече с ним. Об этом дважды заявил лишь за несколько часов и Трампу, и Эрдогану. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Мы одинаково видим необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. Очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Зеленский готов на прямые переговоры с Путиным, несмотря на то, что в октябре 2022 года ввел запрет на подобные встречи. Документ утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Напомню, что Москва говорила, что перед встречей Зеленский должен отменить этот декрет. А накануне в России ближе к полуночи заявили: Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой. Главный вопрос – начало переговоров. Больше информации в МИД РФ не дали. Но что стоит за встречей представителей Киева и Москвы? The Guardian пишет, что и Путин, и Зеленский заявили о готовности к переговорам для того, чтобы успокоить Трампа, и не более. Владимиру Зеленскому не оставалось выбора, кроме как принять приглашение Владимира Путина на переговоры в Стамбуле в четверг, чтобы не обидеть Трампа, сообщили дипломаты. Путин сделал это предложение, чтобы не оттолкнуть президента США и избежать нарастающего давления Европы на Трампа с целью введения более жестких санкций. Западные дипломаты заявляют, что у них нет оснований полагать, что Трамп действовал в сговоре с российским лидером. Путин не приедет в Турцию. О таком варианте развития событий пишет издание The Spectator. Почему, по мнению авторов, это невозможный вариант, давайте послушаем прямо сейчас. Шансы на прямые переговоры между двумя президентами кажутся минимальными. Не в последнюю очередь потому, что обычно требуется несколько недель для подготовки мер безопасности и протокольных мероприятий перед зарубежной поездкой Путина. Кроме того, трудно представить, что без детальной предварительной работы два человека, которые так явно ненавидят друг друга, смогут добиться какого-либо прогресса. Друзья, итак, отчет идет. Остается всего 2 дня до вероятной встречи сторон в Турции. Как считаете, каким составом приедут представители Киева и Москвы? До чего договорятся? Долетит ли Трамп и Путин в Турцию? И верите ли вы в то, что война может закончиться уже в этом году? Пишите свои варианты в комментариях. Россия виновна в уничтожении пассажирского самолета рейса MH17 над Донецкой областью в 2014 году и, соответственно, в гибели всех, кто был на борту лайнера. Это 298 человек. Совет Международной организации гражданской авиации, всем известный ИКАО, решил именно так, а также заявил, что РФ нарушила международные правила гражданской авиации. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов, которое вместе с Австралией подали иск против России в ИКАО. Решение приняли накануне путем голосования в Совете ИКАО. Большинство его членов поддержали позицию двух стран. Теперь ИКАО должна обязать Россию начать переговоры с Нидерландами и Австралией о компенсации и помочь в этом процессе. Москва еще летом 2024 года заявила, что выходит из спора в ИКАО. В целом же напомню, что еще в ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в ударе по MH17 над Донбассом и распорядился об их аресте. Напомню также, что согласно данным следствия, самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК «Бук» российского производства, запущенной с территории, которую контролировали пророссийские силы. Эстония бросает своих полицейских на границу с Беларусью. Правоохранители Таллина срочно отправлены на кордон Латвии и Беларуси. Говорят, что причина в росте попыток нелегального прорыва границы с ЕС. В дело вмешивается Эстония, спецотряд Эстпол-10 из 11 человек срочно направили к месту событий. Работа будет кипеть в горячих точках Каплова и Рубежнееки. Именно туда сейчас чаще всего идут мигранты. Эстонцы не просто патрулируют, но и готовы к жестким сценариям. У всех есть опыт управления толпой. В Таллине не исключают, следующая волна может хлынуть через Эстонию на Скандинавию. Уже усилена охрана юга страны и окрестностей Таллина. Эстония всегда готова помочь друзьям и соседям, когда к нам обращаются за помощью. В последние недели количество попыток пересечения границы резко возросло, и вполне естественно, что мы им поможем.
И если в странах Балтии сегодня на повестке незаконная миграция, то в Бундестаге накануне заявили, что нападение России на НАТО может произойти уже через 2-3 года. Такое мнение внезапно озвучил немецкий депутат Норберт Ретген. По его мнению, Европа должна ускорить усиление своей обороноспособности, ведь вторжение, о котором он говорит, может начаться намного раньше, чем ранее заявляли западные спецслужбы. А те, я напомню, уверены в нападении России на НАТО, которое может произойти ближе к 2030 году. Отмечу, что в РФ и в США не считают, что подобное столкновение возможно. Тем не менее, для Североатлантического альянса Россия остается главной угрозой согласно стратегической концепции развития блока. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю, как всегда, собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!